Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Хочу вам предложить сегодня связать вот такое платье для наших заек с воланом сверху. У меня вот на таких пуговичках-заклепках. Вяжется оно на круговых спицах, здесь сшивается. И также хочу отметить сразу, что от мотка у меня осталось всего чуть-чуть. То есть вам понадобится целый моток пряжи основного цвета. И еще отмечу, что видео мастер-класс я не снимала полностью, как вяжется реглан, но я оставила в описании под видео схему вывязывания реглана. Если вам нравится такое платьишко, приглашаю вас присоединиться и связать его вместе со мной. Для того, чтобы нам связать такое платье, нам, конечно же, понадобится пряжа. У меня это Yarnard Jeans. Спицы круговые 2,75. Можно взять обычные прямые. Крючок, игла. Пуговички у меня вот такие заклепки. Маркер кому-то понадобится для отметки регланной линии. Ну и, конечно, ножницы. Итак, наберите на спицы 42 петли. Я набрала 42 петли, набрала зеленым цветом. И теперь давайте провяжем 3 ряда лицевыми петлями. То есть платочной вязкой. И лицевые, и изнаночные вяжутся лицевыми петлями. Провяжите так 3 ряда. Так, я провязала 3 ряда. Зеленую нить я обрезаю, она мне пока не нужна. И присоединяю нить желтого цвета. Первую кромочную я провяжу лицевой, чтобы ввести мне другой цвет пряжи. Также хочу отметить, что первые 4 петли, не считая кромочной, и последние, мы в любых рядах будем вязать лицевыми. Это будет планка. Итак, начнем вывязывание реглана. Кромочную мы уже сняли, то есть провязали ее. Дальше 4 лицевых планки. Раз, два, три, 4. Дальше идет 2 лицевых спинки. Раз, два. Дальше делаем прибавки. Я делаю следующим образом. Просто делаю накиды. Первый я накид делаю вот так перед регланной линией. Здесь повешайте себе маркер, чтобы отметить вот эту регланную линию. То есть вы будете видеть, что перед маркером вам просто нужно провязать одну лицевую. То есть вот эту регланную линию. После регланной линии я накидываю вот так петлю. Дальше вяжем 5 лицевых рукава. Раз, два, 3, 4, 5. И опять у нас идет регланная линия. Перед ней мы сначала делаем вот такой накид. Затем сюда повешайте маркер. Затем идет лицевая регланная линия. И потом накидываем вот таким способом. Дальше вяжем 14 лицевых переда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Это были 14 петель переда. Опять у нас идет регланная петля,
перед ней мы делаем сначала вот такой накид. Сильно не затягивайте их, чтобы вам было удобнее вязать в изнаночном ряду их скрещенными. Сюда вешайте маркер, дальше лицевая и уже вот такой накид. И опять вяжем 5 петель рукава. Раз, два, три, 4, 5. И опять делаем прибавки перед регланной линией. Сначала такая прибавка, затем лицевая петля и уже вот так. Дальше у нас идет 2 лицевых спинки и наши 4 петли планки. 2, 3, 4 и кромочная. Изнаночный ряд вяжем все изнаночные, но накиды будем провязывать скрещенными. Если вы хотите, чтобы у вас вдоль регланной линии были дырочки, то вяжите, как они лежат. Если, как я, не хотите, то провязывать будем скрещенными. Итак, первую снимаем. Дальше у нас идут петли планки 4. Раз, 2, 3. То есть их мы провязываем лицевыми. И дальше все изнаночные. И вот у нас петли, которые мы накидывали. Видите, она как лежит. То есть охота провязать ее вот за эту стенку петли. Но так как нам нужно скрещенное, мы провязываем вот за эту переднюю. Дальше идет регланная. И вот эту мы провязываем здесь за заднюю стенку. Видите, она как здесь лежит, прячется. Вот за нее-то мы и провяжем. И так будем вязать все петли. Сейчас я еще раз покажу. Петли рукава свяжем. Вот она. Мы ее провязываем за переднюю стенку, а вторую за заднюю. Вот так. Дальше довяжите самостоятельно. Не забывайте, что последние 4 петли планки провязываем лицевой. Довязала я изнаночный ряд. Дальше вяжем 3-й ряд. 2-й ряд регланной линии. Первую снимаем. 4 лицевых. 2, 3, 4. Так как мы в том ряду делали прибавки, то здесь у нас уже получается 3 лицевых спинки. Раз, 2, 3. Вот наша регланная линия. Сначала делаем вот такой накид, затем лицевая и вот такой накид. Дальше у нас уже на рукаве 7 петель. Провязываем 7 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять делаем накид перед регланной линией. Провязываем лицевую и после. Дальше у нас идет 16 лицевых переда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И опять делаем накид, лицевая и опять накид перевернутый. 7 петель рукава. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7. И перед спинкой тоже делаем прибавки. Раз, лицевая, и в обратном направлении делаем накид. Дальше 3 лицевых спинки и 4 петли планки. Изнаночные ряды вяжутся также. Чтобы не затягивать видео, я не буду снимать полностью весь реглан. Я в описании под видео в инфобоксе оставлю схему полностью реглана. Реглан состоит у нас из 16 рядов, из них 8 лицевых с прибавлениями. Также хочу отметить, что в 8 ряду, который должен быть изнаночный, провяжите этот изнаночный ряд лицевыми петлями. Это нужно для того, чтобы у нас с лицевой стороны образовались изнаночные петли, за счет которых мы будем провязывать реглан. Все остальные вяжите по схеме. Так, довязала я регланную линию, вот что у меня получилось. И в этом следующем ряду мы отделим с вами рукава от спинки и переда. Возьмите либо иголку с какой-нибудь нитью сбросовой, либо специальные такие булавы, для того, чтобы скинуть на нее петли рукава. Для начала давайте с вами провяжем до нашей регланной линии. Мы ее тоже заберем в спинку. Так, первую снимаем кромочную, 4 петли планки, 2, 3, 4. И дальше вяжем спинку. Так. Мы дошли до нашей регланной линии, провязываем ее тоже. И теперь петли рукава, также до регланной вот этой петли линии, снимаем на нить. Так. И одна еще. То есть вот эта регланная линия у нас уйдет здесь вперед. Врезаю, связываю слегка. И теперь нам нужно сделать петли подреза, набрать на спицу. Раз, два, три, 4 и 5. И дальше продолжаем вязать перед также до регланной линии. Здесь я советую вот эту петлю провязать скрещенной, так как когда мы вяжем ее, как она лежит, вот здесь вот как бы мы не старались, образовывается вот эта дырочка, как бы ты ее не затягивал. И чтобы вот этого избежать, я решила просто всегда провязывать ее скрещенной. И тогда дырочка становится меньше.
То есть, видите, она перекрестилась, и за счет этого ее не так видно. И дальше довяжите до вот этой регланной петли, снимите петли рукава до регланной петли и довяжите, наберите также 5 петель подреза и довяжите этот ряд до конца. Так, сняли петли, отделили рукава. Изнаночный ряд. Вяжем изнаночными, и петли накида, подрезов, провязываем обязательно скрещенными. Кромочную снимаем. Раз, два, три, четыре. Довязала я до петель подреза, и их вяжем скрещенной петлей. Чтобы не образовывалась дырочка. И таким образом довяжите этот ряд до конца. Затем следующий провяжите полностью лицевой, и потом еще один изнаночный. То есть после этого ряда провяжите еще один лицевой и один изнаночный ряд. Связала я 2 ряда. Вот что у нас получается на этом этапе. Теперь давайте с вами свяжем еще 4 ряда лицевой гладью. То есть лицевой ряд, изнаночный, лицевой, изнаночный. Итак, провязали мы еще 4 ряда. Теперь нужно закрыть вот эти 4 петли планки. Кромочную снимаем и закрываем их. Раз. Два. Три. 4. Так, да. Так, нет. И вот эту. И она у нас будет кромочным. Да. Теперь до конца ряда будем делать прибавки в каждую петлю. То есть из одной петли вывязывать 2. Провязываем, втягиваем нить и, не снимая петлю со спицы, провязываем за переднюю стенку петли. Опять протягиваем нить, петлю не снимаем и провязываем за переднюю стенку. И так провяжем до конца ряда. Извиняюсь за этот шорох спиц. На петлях планки вы тоже делаете прибавление. Мы здесь сделали, убрали эти петли, закрыли. Они потом будут вот так сшиваться, чтобы вам было понятно, для чего это сделано. То есть здесь также вы делаете прибавки. Сделаете прибавки в каждую петлю. Следующий изнаночный ряд провяжите изнаночными петлями. Петли планки мы больше не вяжем. То есть в изнаночном ряду у вас это будет кромочная и все остальные изнаночные. Итак, сделала я прибавки. Сейчас я провяжу длину платьишка примерно 7-8 сантиметров лицевой гладью. Давайте я сейчас провяжу
И скажу, сколько рядов и сколько сантиметров я связала. Нам нужно сначала связать основной пряжей, и потом 3 ряда нужно будет связать еще вторым цветом. Но если вы вяжете такими же цветами, как и я, разными, то еще надо будет связать 3 ряда платочной вязкой. Я сейчас свяжу и вернусь к вам, скажу, сколько я связала. Итак, я провязала низ юбочки. У меня получилось от начала наших прибавок до конца 8 сантиметров. Также я уже отрезала нить, оставив достаточно длинный кончик для того, чтобы нам потом сшить вот эти части юбочки. Сейчас присоединю нить зеленого цвета и провяжу 3 ряда платочной вязкой, то есть все 3 ряда лицевыми петлями. Кромочную провяжу, чтобы вязать цвет. Так, ну, провяжите их самостоятельно, здесь ничего уже трудного нет. 3 ряда лицевыми петлями. Затем закройте удобным для вас способом и также оставьте немножко нити, чтобы сшить части юбки, которые зеленого цвета. Там немножко буквально нужно будет оставить. Итак, провяжите 3 ряда все лицевыми самостоятельно. У нас получится такая же каемочка, как сверху. Провязала я 3 ряда платочной вязкой, закрыла петли, оставила немножко нить для того, чтобы пришить вот эту маленькую часть с той частью. Сейчас оно закручивается, потом, когда мы его постираем, отгладим, закручиваться не будет. Приступим к вывязыванию волана. Так как у нас платье это мы спришьем, пристегиваться будет вот так, тогда мы будем набирать петли волана отсюда и закончим здесь. То есть вот здесь вот нам волан не нужен. Теперь берем наши спицы, на которых вязали. Так, лучше с этой стороны начать. Отогните вот так вот. Вот у нас вот этот изнаночный ряд. Отгибаем. И берем кромочную и цеплять, поднимать будем петли не вот эти, которые прям так хорошо видны, да, а именно которые между ними. Потому что если мы сейчас зацепимся, поднимем вот эти петли, эти будут видно потом. То есть над воланом их будет видать. Берем кромочную и вот так вот эти средние петли, которые между, поднимаем на спицу. Вот видите, их хорошо видно между вот этой и вот этой петлей. Итак, наберите до конца, то есть не совсем до конца, а вот именно до сюда, до начала планки. Так, подняла я петли. Берем теперь пряжу основного цвета и провязываем этот ряд. Так, как у меня петли лежат. Провязываем этот ряд изнаночными петлями.
Первая петля. Да что ж ты? И до конца ряда изнаночными петлями. То есть это у нас изнаночный ряд. Довяжите до конца этот ряд. Итак, связала я изнаночный ряд, следующий лицевой, и будем делать прибавки. Также из каждой петли вывязывать 2. То есть одну провязываем петлю, не снимаем ее, и за переднюю стенку второй раз. После того, как сделаете этот прибавочный ряд, последующий провяжите изнаночный. И после него, изнаночного ряда, провяжите еще 6 рядов лицевой глади. То есть в общей сложности у нас должно получиться пряжи основного цвета 8 рядов. Это начиная с того, как мы набирали петли. То есть изнаночный был ряд первый, вот этот второй, и нам еще нужно, получается, будет изнаночный будет третий и еще 6 рядов. Итак, связала я еще 6 рядов. Мне получилось в общей сложности 9. Кстати, это все, что у меня осталось от моточка. Эту нить я обрезаю и присоединяю вторую зеленую нить. И провяжу всего лишь 2 ряда лицевой гладью. То есть 2 ряда, не лицевой гладью, а 2 ряда лицевыми петлями. То есть и лицевой, и изнаночный ряд лицевыми. И закрою петли. Ввожу нить. Провяжите 2 ряда лицевыми петлями самостоятельно и закройте привычным для вас способом. Итак, я довязала волан. Теперь переходим к рукавам. Поднимаем петли на спицу. Так, эту нить отрезаем. Присоединяем нить зеленого цвета. Присоединяем так, чтобы оставить кончик. Мы здесь будем пришивать. Это будет выглядеть вот так. То есть, когда закроем петли, нужно будет тоже оставить кончик нити. И провязываем 2 ряда лицевыми петлями. То есть первый и второй ряд провяжите лицевыми петлями и закройте. И оставьте нить для пришивания.
Так, связала я 2 ряда, закрыла петли. Вот как это сейчас выглядит. Выворачиваем наизнанку. Вставляем нить в иголку. И пришивать мы будем не за петли подреза, вот эти верхние, а на ряд ниже, чтобы у нас не было видно стежков. Ну и если мы будем пришивать за петли подреза, будет видно здесь зеленую ниточку. Прикладываем вот так. И вот прям за этот нижний ряд я буду пришивать. Второй рукав свяжите точно так же, извиняюсь, и точно так же пришейте. Так, связала, рукава пришила. Теперь нам нужно соединить, сшить 2 половинки нашего платья. Сначала я прошью зеленой нитью немножко, и затем перейду на желтый цвет и буду пришивать за вот эти вот перемычки кромочных петель. Сейчас покажу. Так, я уже немножко начала. Как я пришиваю за перемычки? Вот наши кромочные петли, и между ними и лицевыми петлями есть вот такие вот перемычечки. Я ввожу в них. С этой стороны я, откуда идет нить, сюда и вкалываю. И чуть-чуть подтягиваю. Видите, как получается? И опять, откуда выходит нить, с одной стороны и с другой стороны. И так до конца платья. Дальше, когда дойдете до сюда, вот так вот, здесь остановитесь, здесь просто стежками аккуратно прошьете. Итак, сшила я все, пришила. Нам осталось убрать ниточки все, спрятать. Также я его, конечно же, постираю, отглажу. Тогда у меня не будут эти края заворачиваться.
Пришью пуговички, конечно, заклепки, которые у меня. И все, мое платьице будет готово. Спасибо, что связали это платье вместе со мной. Хорошего вам настроения и до встречи!